Ну что, как думаешь, поняли ребята основную суть или нет? Кто догнал, тот догнал. Уже начали с ними работать, а остальные пусть просто наслаждаются картинкой. Ну давай, нам надо дальше идти, поэтому... Да, сегодня мы хотим вам объяснить, как выглядит процесс обработки ваших идей. Сейчас мы перейдем к первому этапу. Это когда вы даете нам идею, мы проводим анализ китайского рынка, едем на фабрики, смотрим, что они умеют, что из себя представляют, фабрики ли они или просто какие-то перекупщики. И вот у нас был хороший пример, заснятый еще в 2019 году, когда ребята уже уехали по своим делам из Китая и оставили нам свою идею. И вот тогда мы целую неделю гоняли по разным фабрикам, чтобы для них собрать нужную информацию. Все началось с идеи приехать в Китай и найти что-то интересное, качественное, дешевое и, самое главное, дорогое в продаже. Ну, то, что можно продать дорого у нас дома. А, и еще то, что в перевозке очень будет дешево. Выгодно. Выгодно, правильно, молодец. Я бы не сказал, что это прям идея. То есть идеи не было. Ну, была концепция. Хотя бы концепция. Ребятам очень многое нравилось, но цель так и не была определена. Они прыгали с одного на другое, сменялись фазы, появлялись новые товары, приходилось опять ходить, смотреть, общаться. Но та самая идея так и не появлялась. Блять, может пельмешек опять? Или мы через магаз, не? Там в углу есть магаз, мы через двор. Пиво. Пиво. Его. Местного разлива. Его. А, сегодня ж Хэллоуин, ё-моё. Вот это个Катюша. 是 Катюша. 你在唱这个歌。还有一次。去。 哇，好厉害！ Выходила, песню заводила. Выходила. Выходила, песню заводила. Очень странная реакция. Что за заклинания такие? Вы там бормотали друг другу. Он Катюшу пел. Да, насвистывал. Да? Ага. Я остановился и говорю, блин, красава. Так вот, сегодня ж Хэллоуин. Так. Так что насчет Хэллоуина? Ну, эта штучка, которая тебе понравилась, ты ел сегодня утром. Боюсь, что мы не сможем его отменить, Ром. А та лепешка с... Или ты Я о чем? предлагаю подчиниться. Подчиниться и пойти в бар со всеми китайцами. Там будет интересно. А давайте возьмем пиво и по лепешечке. Сидим по лепешечке. Может, водочки? Ты еще джина предложи выпить за 110. Кстати, Гордон. 110, Гордон? Да, Вот, 23. Слышишь? Че, Гордон Сколько? за 110. берем? Зашли за молоком. Есть молоко? Да? Молодец. Тоник. Давай джин с йогуртом. Тоник. И такой Хэллоуин им устроим. Есть только лимонный. Все измажемся и пойдем гулять. Лучшие костюмы. Так, один берем. Очки как раз надо, не заходи. Ой. Бля, что там заебал? Ебать, телефон Роман, Ломай его! Именно в ту ночь Роман разбил заднюю часть своего iPhone 10. И все было бы печально, если бы эта ситуация не родила ту самую идею, которую теперь осталось только реализовать. Когда Роман нашел себе чехол из карбона, он еще обнаружил, что есть карбоновые ручки, карбоновые клипсы для денег, карбоновые удочки. И так и родилась идея товаров из карбона. Сюда. Ребята оставили нам задание
пробить другие фабрики и найти, где можно изготавливать продукцию из карбона, покупать готовую продукцию и так далее. Как ты думаешь, ступала ли сюда нога Лаовая? Судя по взглядам местных жителей, не очень часто, если и вступала. Так, мы должны быть на месте. Но мне показывает, что эта точка вон там вот. Вон я. Шиниманма? Yeah. 啊，你好，我叫阿通，这个是我的朋友微笑，所以这个是你们的广场对吧？对，这手一颗，灰尘很多。 Его, видимо, никто давно не брал, он весь пыльненький. Ну да. Сделать новый трансформу или ЧПА стоит 2000 юаней. И потом можно штамповать очень много. О, чемодан, кстати. Вот такой чемоданчик сделать стоит где-то 1200 юаней. Только произвести. Да. Охренеть. За сколько его продавать тогда надо? Ну, продавать надо за 30-ку, за 40. А вот это стоит где-то у них 70-80 юаней. Тоже не дешево. Карбон просто самый дорогой. Рома за сотку купил. Рома за сотку купил, да. Это ласты, сделанные из карбона. Наверное, это прикольно. У меня ребята использовали моноласты из пластика раньше. Блин, офигеть. Так, ну что мы делаем дальше? Дальше нам нужно ему сказать, что они 4-я фабрика, на которую мы приехали, и поскольку наши заказчики уехали, нам нужно показать им образцы и производство. Он, если что, скажет, что снимать нельзя? Не голосовал, он клип хайшама, рахо буклип хайшама, ама. 就用那个刀模把它切成固定的形状。 Я так понимаю, тут просто кладут пару слоев карбона и потом под прессом вырезают нужную форму. Вот это делают каркас для фонарей от мотоциклов. Говорит, что вот на такой пресс-форме один человек в 1 час может сделать 1 комплект. Ага. Вот то, что они только что вылепляли, вырезали из кусков, то, что мы видели, они кладут в эти формы, а потом под горячим прессом, я так понимаю, выдавливают. Хаба. На, за, сесени, дженда сесе. Хаба. Бай-бай. Даден. Ну какая-никакая, это уже победочка. Да. Шаг вперед. Дай 5. Пойдем дальше. Пойдем. Привет. Hello. Они думают, что за камера, мать твою. Hello. О, я тебя вижу. Тебя очень плохо слышно, так что давай я буду просто рассказывать. Гарнитуру пусть оденет. Ну или гарнитуру одень. Смотри, вот эти два материала разные. Вот это у нас карбон, сделан из карбона, а вот это из кевлара сделано. Она очень прочная, но она пропускает сигнал. Слушай, у них не особо большая фабрика, но интересно то, что они делают. 所以这个是你做大的成品，在这里是小的，对吧？Я спросил, сколько будет сделать примерно такого же размера спойлер Мерседеса, и он сказал, до 1000 юаней открыть пресс-форму. Представляете, у них был госзаказ из России. Ну, как мне говорили, на карбон сложно определить на глаз, хороший он или нет. Хорошо, что ты специалист, ты сразу понимаешь, что к чему. Да. Смотри, они вообще мастера чехлов просто. Да они не занимаются чехлами, компания занимается именно чехлами. Итальяно. Седло из карбона? Ну да, седло из карбона для велика. Очень удобное, очень мягкое. Удобно. А это их основной товар, вот эти штуки? Да. Под визитки и под пластиковые карты? Да. И вот эта модель, это эксклюзив от этой фабрики. Это они придумали именно вот эту потягушку. Больше никого их нету. Вот эти пропеллеры они делают для Airbus. Значит, сказать, что у них все хорошо должно. Да. И она легкая, она весит, наверное, полкило.
Иностранцы у них делают пропеллеры, а в основном у них, конечно, с внутреннего рынка все клиенты. Потом идут, это для коптеров, для спортивных, облегченные детали. Это для роботов детали. И еще делают очень много чего для военной техники. Мы сейчас попробуем пойти на производство. 我们工厂，如果你下单，我们可以给你看。如果没有下单，我们不出来看。 У них там делаются для их клиентов, для самолетов, для авиации. Секретно. И нельзя снимать. Ай, не нравится. А тут прям надо, чтоб пустили. Сейчас поговорим и быстро. 可以拍一下你的广场，我们不要拍产品的客户的牌子的产品这样的。和尺寸我们要叠层嘛，这个就是我们裁剪。我们就会把谢谢。Весело, ман. 再见，拜拜，新年。 Ой, покатались мы по Гуандону. Да уж. Ладно, чё, уберешь образец к себе? Конечно, уберу. Ладно, Я Денис. ж так люблю убирать образцы. Так. Ну, как всегда, не показывают, но я хотя бы разбираюсь, где юг, где север, а даже где запад и восток. С вами лучший проводник по Китаю. Нам туда. Мы, кстати, идем не в ту сторону. О, как ново. Случается. Ну да, с кем не бывает. Зато этап сбора информации можно считать завершенным. 100%. Осталось только до дома добраться. Да это уже херня.